Война и мир в эфире. Чрезвычайное военное положение. С чем это ассоциируется обычно? С войной. Когда такое положение провозглашает президент Южной Кореи, первое, что приходит в голову, это началась война с Северной Кореей. Но нет, оказалось, это исключительно внутриполитические разборки. Глава государства объявил военное положение, чтобы, как он выразился, защитить страну от стата антигосударственных сил и Северной Кореи. Через несколько часов решение отменили, но это вызвало бурные протесты с требованием отставки Юн Сок Йоля. Роман Файншмидт, востоковед, специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии, присоединяется к нашему эфиру. Роман, приветствую вас, спасибо, что нашли время. Добрый вечер. Итак, главный вопрос, наверное, давайте суммируем, что это было. Да, это был крайне неожиданный политический сценарий. Его никто не смог предвидеть. Ни востоковеды, ни обыватели, ни даже члены собственной партии Юн Сук Йоля. Это действительно было военное положение, которое было ориентировано на решение на продвижение отдельных интересов Юн Сук Йоля, учитывая его текущие проблемы в политической системе страны. Да, но почему Юн Сук Йоль так поступил в принципе? Ведь есть какие-то в политике другие инструменты, там, закулисные переговоры, давление на своих политических оппонентов или партнеров, но тут крайняя мера, военное положение. Почему он так поступил? Вот опять-таки, мы тоже считаем, что есть полно политических инструментов, тем более в стране, которая рассматривается как полноценная демократия, в отличие, кстати, от Соединенных Штатов или Италии. Они рассматриваются как flow democracies или несовершенные демократии. Южная Корея — это полноценная демократия, и ожидать военное положение в такой стране — это что-то из ряда вон выходящее. Теперь перейдем к причинам. Опять-таки, были попытки искать чей-то иностранный след Соединенных Штатов, Китая, России, ну и, конечно же, КНДР. Сразу скажу, это действительно внутриполитический вопрос. КНДР, несмотря на то, что оно было отмечено, никакого влияния на внутриполитические процессы в Южной Корее не имеет. Между этими странами контакты просто минимальные. А теперь перейдем непосредственно к причинам. Их я бы хотел выделить три. Первая причина – то, что Юн Сук Йоль уже может рассматриваться как так называемая хромая утка. Его уровень поддержки в стране составлял до ввода военного положения 20-25%, иногда даже 17%. Плюс ко всему, его партия «Сила народа» в апреле 2024 года потерпела фиаско. На выборах она получила всего 108 мест из 300, в то время как главный оппонент, Демократическая партия, как раз смогла сформировать большинство, набрав 170 мест, плюс 22 места из других партий. И здесь мы как раз можем увидеть, у президента сложились очень сложные отношения с парламентом, не удалось даже принять бюджет на следующий год. И если посмотреть по рейтингам, получилось так, что в президентской республике главным выразителем интересов народа является парламент, а президент является главным разочарованием. А почему же разочарование? Это уже следующая причина. Юн Сук Йоль последние 2 года был замечен в ряде скандалов, точнее не он, а его супруга Ким Кён Хи, которая, во-первых, участвовала в коррупционных схемах, во-вторых, она прославилась на всю страну благодаря подарку на сумму $2200 в виде сумочки Dior. Да, любой кореец, если сказать сумочка Dior bag, тут же вспомнит этот скандал. И третий момент, который является шокирующим для любого корейца, поскольку образование в этой стране введено в ранг культа, это использование плагиата в магистерской диссертации. Да, в некоторых странах этой проблемой не является, но для Кореи это такой шоковый момент. Опять-таки, отказ расследовать подобный сценарий со стороны жены испортил отношения Юн Сук Йоля со своей собственной партией и «Силой народа», и непосредственно с ее руководителем Хан Дong Хуном. Вот, и эти проблемы активно как раз обсуждались и муссировались в корейской прессе. И третья причина – это, опять-таки, продолжающаяся борьба с другой политической фигурой Ли Джи Мёном, которого Юн Сук Йоль никак не смог перебороть, не отправить в тюрьму, не физически ликвидировать, учитывая, что были попытки, ни даже лишить политической карьеры, как это иногда делается в Таиланде. Все это поставило Юн Сук Йоля в такое положение,
когда он в любой момент ожидает импичмента. Да, и вопросы импичмента обсуждались, но обсуждались в основном со стороны оппозиционной партии, Демократической партии. Но, учитывая сложности взаимоотношений со своей собственной партией, он в любой момент ожидал нападок с ее стороны и, соответственно, объявления присоединения уже к голосованию по импичменту. Это если... Роман, давайте о роли Северной Кореи поговорим. Вообще вот эта вот история про участие Северной Кореи и ее армии в украинской войне, это в войне России с Украиной, это пугалка такая или, напротив, анекдот? Или просто действительно вот такой факт участия действительно и северокорейских солдат? Это вопрос достаточно непростой, поскольку если мы будем смотреть, в каких источниках у нас рассматривается участие северокорейских солдат, то мы увидим, что в основном у нас фигурируют южнокорейские и украинские источники. Соответственно, для отдельных групп Южной Кореи выгодно поднять этот вопрос для того, чтобы наконец-то запустить процесс передачи вооружения непосредственно украинской стороне. Ну, украинская сторона, понятно, почему здесь может быть заинтересована. Опять-таки, здесь можно предположить, что какой-то контингент войск действительно имеет место, но, скорее всего, он может участвовать непосредственно в развитии военной инфраструктуры, создании фортификационных сооружений. И здесь еще достаточно серьезный вопрос, в каком количестве они непосредственно представлены. Почему для меня этот вопрос является достаточно важным? Северокорейская армия никогда так активно не участвовала в каких-то заморских, в каких-то иностранных военных кампаниях. Да, можно было найти участие отдельных инструкторов, военных пилотов в африканских конфликтах, но чтобы массовая северокорейская армия отправлялась в какой-либо зарубежный конфликт, это что-то из ряда вон выходящее. И пока, соответственно, не будут представлены солдаты и командиры, которые погибли или были ранены на полях сражений, я буду придерживаться позиции, что все-таки северокорейская армия не настолько сильно представлена на фронтах, а если представлена, то исключительно в качестве соответственно, для развития боевой инфраструктуры, но не более того. Роман, большое спасибо. Роман Файншмидт, востоковед, специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии. Большое спасибо за этот комментарий. Возвращаемся в студию. Господа, вот этот внутриполитический кризис я застал, признаюсь, за границей, и тут же я побежал включать CNN, включил этот телеканал, пытаясь понять, что происходит, и там говорили на телеканале CNN эксперты почти в один голос, что вот за происходящим в Сеуле наблюдают очень пристально и в Пхеньяне по понятным причинам, и в Пекине, и в Москве. Там якобы ожидают, что кризис этот внутриполитический может привести к падению или там, к ослаблению ключевого оплота США в регионе. С этой перспективы, как вы думаете, в Москве или в Пекине рассматривают эту ситуацию? Конечно, рассматривают. Вопрос в том, что обе Кореи – это два крупнейших мировых депозита оружия. Такого количества вооружений, которое есть на складах Северной и Южной Кореи, но во всем мире немного стран, которые обладают такими запасами, причем обычных вооружений. То есть под обычными вооружениями мы подразумеваем артиллерийские снаряды, системы реактивного залпового огня и всего остального. Там просто невероятное количество оружия, и причем в случае Южной Кореи еще и высокотехнологичного оружия. И ситуация на Корейском полуострове, конечно, она потенциально взрывоопасная, там нету мирного договора, там нету никакого урегулирования, и эта ситуация может взорваться в любой момент. Поэтому, конечно, во всех мировых столицах за этим, затаив дыхание, наблюдали, но тут как бы, знаете, когда мы сейчас рассуждаем о, например, Южной Корее, о Тайване, да, о этих... И вот это, на самом деле, самое интересное. И интересно тут, конечно, посмотреть социологию и посмотреть реальное настроение южнокорейского общества. Каково оно и что происходит там в свете взаимоотношений с Северной Кореей, в свете взаимоотношений с Китаем. Считать это единственным оплотом США в этом регионе, наверное, не стоит, потому что там еще рядом есть целая Япония. Да, и про Тайвань тоже не забудем. Но то, что там просто невероятное количество оружия, а любая винтовка, она рано или поздно имеет свойство выстрелить, это так. Да, и поэтому как бы странно, что
ты, когда перечислял столицы, где внимательно смотрели за происходящим, не упомянул не только Вашингтон, но и во Флориду, где, в общем, находится штаб нового избранного президента Трампа, который, собственно говоря, неоднократно заявлял о том, что центром его внешнеполитической активности будет как раз вот тот самый регион. Ну, скорее, Тайвань, Китай, но Корея естественным образом примыкает и является тем самым непотопляемым авианосцем американского империализма, которому нас обучали в советских школах. Место военного переворота, давайте уже можно подводить итог, получился праздник демократии. И, честно говоря, трудно представить себе лучшую рекламную кампанию для страны, которая показала, что армия настолько послушна законам. То есть президент приказал, армия явилась в парламент. Парламент проголосовал против, армия вернулась в казармы. То есть, в общем, такой вместо военного путча там, или чего-то другого получился праздник демократии. И о Корее теперь пишут на всех первых полосах, значит, мировых СМИ. И все обсуждают, какая интересная и удивительная страна, где демократия выдержала еще такой экзамен. И надо сказать, что применяя к нашей ситуации, у нас есть немало людей, которые там говорят чуть ли не там, а не пора ли армии взять, значит, власть в свои руки, а что будет, если будет период. Подозреваю, что у нас будет примерно такой же. Потому что армия-то, конечно, но армия народная, и армия все-таки находится в пределах закона, а не спешит взять власть над страной, и это хорошо, и этому стоит у Кореи учиться. Это, кстати, к вопросу о социологии, да, это вот... Ну да. У корейцев, в общем, не получилось посмотреть по общественному телевидению «Лебединое озеро», как когда-то в одной большой стране это вышло. Спасибо, господа. Сейчас еще один небольшой перерыв, после которого поговорим о еще одном внутриполитическом кризисе во Франции, который парадоксальным образом объединил правых и левых радикалов.